Сегодня безумно прекрасная мечта человечества, и неизвестно, миф или нет. Это висячие сады Семирамиды. Это одно из чудес, семи чудес античного мира, который представлял собой какое-то потрясающее изображение создания, инженерное создание в Вавилоне. И там были огромные многоуровневые каскады садов, где росли многочисленные деревья, кустарники, виноградные лозы, и это производило впечатление огромной зеленой горы, но сочетающейся с архитектурными элементами. И это единственное из семи чудес света, реальное местонахождение которого пока еще не установлено. Ну, возможно, оно никогда не будет установлено, да. И подвергается сомнению сам факт его существования, поскольку не сохранилось никаких вавилонских текстов, которые говорят нам об этом. А упоминания сада имеются только у поздних древнегреческих и древнеримских авторов. Археологические раскопки в месте предполагаемого местонахождения результатов не дали. И изначально греческое название сооружения, мной непроизносимое по причине малограмотности, да, не освоил я греческий язык, но оно переводится как «нависающий» и имеет более широкое значение, чем, например, термин «висячий», и относится к деревьям, которые посажены на возвышенности, например, на террасе. И вот этот вот эффект, когда есть превосходящая структура, на ней тоже еще одна превосходящая, и она нависает над всем. И вот примерно вот такой термин относится к правильному переводу вот этого термина. Да. И согласно одной из легенд, висячие сады были построены вавилонским царем Навуходоносором II для своей жены. Это медийская царевна Амитис. А другая легенда, она предписывает как раз сооружение садов легендарной царице Семирамите, которая предположительно тоже правила Вавилоном. Это был как IV век до нашей эры. Да, за 2 с лишним века до Навуходоносора, до второго. И легенда, вот эта вот легенда, она получила большее распространение, чем легенда про Навуходоносор. Какие слова, какие буквы, какие сочетания вот этих звуков приходят в мою речь с обзором этих интересных штук. Вот. И вторая легенда — это большее распространение, и поэтому она прочно закрепилась в литературе, в том числе, например, русскоязычной. И вот реально существовали эти сады в истории или нет, он до сих пор, он такой дискуссионный в ассирологии. Есть такая наука, оказывается, да. И в настоящее время существует 3 основных теории о историчности или о мифологичности этих садов, висячих садов Семирамиды. И согласно первой теории, сады как реальный объект в действительности не существовали, а их описание у древнегреческих, римских и у древнегреческих и у древнеримских авторов, таких как Страбон, Диодор Сицилийский, Квинт Курций Руф, представляет собой только романтический идеал. Романтический идеал того, как они видели, например, вот этот вот весь восточный мир. Идеал восточного сада. Они нарисовали его себе в своем воображении. Это теория номер раз. Теория номер 2 говорит нам о том, что эти сады действительно существовали в Вавилоне, но были полностью уничтожены. Примерно в 1 веке до нашей эры. И согласно одной из легенд, вот эти вот висячие сады были построены рядом с дворцом, известным как «Чудо человечества», вавилонским царем Навуходоносором, который правил 605-562 годы до нашей эры. Это опять обратный отсчет, как вы помните. Для своей жены, да, царицы Амитис. И это дочь медийского царя Киоксара, какие слова, господи, которая очень скучала по горам своей родины. Вот такая романтическая подоплека вот этой истории. Это теория номер 2 про сады Семирамиды. И вот археологические раскопки в Вавилоне до настоящего времени не дали каких-либо свидетельств в пользу существования вот этих вот висячих садов.
И ряд ассирологов допускают, что артефакты, свидетельствующие о существовании висячих садов, они существуют, но находятся в местностях к западу от реки Ефрат. Да, что там, в общем, там, как я понимаю, они не могут этого делать, потому что там вести археологические раскопки небезопасно. Я не знаю почему. Простите, я не знаю почему. Если вы знаете, то пишите в комментариях. Да. И во времена Навуходоносора II река текла восточнее своего нынешнего русла, и мало что известно о западной части Вавилона. В общем, вот такая ситуация. Это теория номер 2. Теория номер 3. Теория номер 3 утверждает, что под висячими садами имелся в виду реальный сад, который ассирийский царь... Сейчас будет еще одно слово. Еще одно сложное слово. Сейчас я справлюсь. Синаххериб. Синахериб, 704-681 годы до нашей эры построил в столице Ниневии на реке Тигр, недалеко от современного города Мосул. В общем, вот такой поток информации. Но я справился, надеюсь. И сейчас мы перейдем к вот этой интересной части, как же видели вот эти древнегреческие и римские авторы всю вот эту вот историю с садами Семирамиды. И есть несколько источников. Источник первый. Иосиф Флавий. Это 37-100 годы нашей эры. И он приводит такое описание садов, составленное вавилонским астрологом Бёрдсом и датируемое примерно 290 год до нашей эры. И это самое первое раннее упоминание о этих садах. Вот цитата. «В этом дворце он возвел очень высокие стены, поддерживаемые каменными колоннами, и посадил то, что называлось свисающим раем, и пополнил его всевозможными деревьями. Он придал виду точное сходство с горной страной. Это он сделал, чтобы порадовать свою царицу, потому что она воспитывалась в Мидии и любила горные виды». Вот так поступил царь, да. Есть еще один источник. Диодор Сицилийский. Это 60-е, 30-е годы до нашей эры. И он описывает сооружение висячих садов сирийскому царю и упоминает, что сады имели форму квадрата со стороной приблизительно в 4 плерты. Это порядка 120 метров. И были многоярусными, высотой 50 локтей. То есть, примерно это ориентировочно 60 метров. Стена сооружения толщиной 22 фута, 6,5 метров. Были сделаны из кирпича, а глубина каждого яруса была достаточной, чтобы обеспечить рост корней для самых больших деревьев. Да. И орошение садов осуществлялось из протекающей рядом реки Ефрат. Есть еще один источник. Это Квинт Курций Руф, приблизительно 1 век нашей эры, да. И, вероятно, опирается он на те же источники, что и предыдущий автор. И согласно описанию Руфа, сады располагались на вершине цитадели. Окружность, которая составляла 20 стадий, примерно 3,8 километра. Руф также приписывает строительство садов сирийскому царю, а в качестве причины для их возведения указывает, как и Бёрдс, тоску жены монарха по своей родине, да. Такая, женщины хотят, мужчины делают, нет проблемы. Еще один источник. Страбон. Это 64 год, 64 год до нашей эры, приблизительно 21 год нашей эры. Вероятно, он утверждает, что висячие сады поливали при помощи винта Архимеда, проведенного от реки Ефрат. Про винт Архимеда сейчас я расскажу, это такая простая штука. И последним из античных источников, описывающим висячие сады, считается справочник по 7 чудесам света, составленный Филоном Византийским. Он жил в 4-5 веках нашей эры. И по некоторым оценкам его справочник является источником, независимым от других трудов античных авторов. Да. И Филон описывает орошение висячих садов с помощью винта Архимеда, аналогично описанию Страбона, и высоко оценивает инженерное искусство вавилонян. Надо думать, да. Те, которые башню такую строили, наверняка они соображали в этом очень хорошо. И сейчас немножко про винт Архимеда, отступление. Вот, винт Архимеда — это такая крутая штука. И он приписывается, это одно из нескольких изобретений и открытий, которые традиционно приписываются Архимеду, жившему в 3 веке до нашей эры.
И устройство состоит из наклоненной под углом к горизонту полой трубы с винтом внутри. Она была изобретена Архимедом примерно в 250 год до нашей эры, либо в Греции, чуть ранее, ну, ориентировочно как-то так. И винт можно представить как наклонную плоскость, навернутую на цилиндр. Ну, в общем, иллюстрации вот я прилагаю, там будет все понятно, я думаю. И винт вращается обычно с помощью ветряного колеса, или он может вращаться вручную. И в то время как проворачивается нижний конец трубы, он собирает некоторый объем воды. И это количество будет скользить вверх по спиральной трубе во время вращения вала, пока наконец вода не выльется из вершины трубы, снабжая ирригационную систему. Вот, все просто. И это работает. Ну вот, собственно, про воду мы поняли, и теперь можно попробовать понять, что за растительность там была, чем украшали эти знаменитые сады. И по имеющимся описаниям, сады украшались цветами, спелыми фруктами, искусственными водопадами и террасами, и изобиловали густой листвой. Согласно оценкам ботаников, основанных на вавилонской литературе, исторических традициях и эколого-географических характеристиках местности, в садах могли произрастать следующие виды растений. Это олива европейская, это айва, это груша обыкновенная, это инжир, да, конечно, это миндаль обыкновенный и виноград культурный, а также финик пальчатый, тамираск безлистый и писташка туполистная, да. И не исключено, что в тех же садах могли быть завезенные в Вавилон виды растений, импортные виды растений, которые включают в себя это кедр, возможно, кипарис, мирт, гранат, слива, возможно, можжевельник, дуб, ясень, пихта, паслен и ива. И некоторые из этих растений могли быть повешены над террасами и украшать стены с арками снизу. Ну, различные решения. Неизвестно, каким образом ландшафтные дизайнеры, ландшафтные архитекторы Вавилона интерпретировали всю эту ситуацию. Мы не можем это настолько точно понять, чтобы говорить об этом уверенно. И вот, я надеюсь, вопрос с садами Семирамиды для вас стал, ну, яснее. Для меня он тоже стал яснее. Когда я готовил этот ролик, я прям много узнал для себя в бэкграунд. И когда перерабатывал эту информацию, я сильно больше запомнил, чем знал об этом раньше, чем откладывалось. Вот. Меня зовут Эдуард Кичигин, я ландшафтный архитектор и преподаю скетчинг и быстрый рисунок. Если вам интересно, то смотрите внизу в описании, там много ссылок на то, как научиться рисовать в технике пера и туши линером, в такой европейской и в графичной технике интерпретирование проектные графики и парадные графики. Ну, все, что может относиться к графике. Вот, смотрите там внизу в описании. Если вы хотите поддержать мой канал, то welcome на Patreon. Там ежемесячная подписка стоит $5 всего. Или на Boosty, там ежемесячная подписка стоит или 200 рублей, или 400, как вы хотите. И это градируется от того, какую информацию вы будете там видеть. Если подпишетесь, я буду рад. И на Boosty та информация, которую я обычно не делюсь, или делюсь на своих обучающих курсах по скетчингу и быстрому рисунку. Вот, ну там уникальная инфа. В общем, вот, подписывайтесь там, поддерживайте меня и распространяйте мои ролики, пожалуйста. Мне кажется, это очень хорошая штука. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, пока.